Слышите, как хрустит снег, как свежий хлеб. Снег – это наша среда обитания. Он практически всегда рядом с нами. Зима – наше основное время года. Мы научились с этим жить. Вот этот мост, по которому я иду в начале апреля, конечно, он может выглядеть и по-другому. Но чаще всего он выглядит именно так. Так что же такое снег? Простые атмосферные осадки и все? Что такое снег в тундре и чуме? Что такое снег в городе? Что такое снег в искусстве или языке? Что такое снег в науке? Вот с этого вопроса и начнем. Нас берут в небольшую мини-экспедицию на снегомерную съемку. Но, конечно, первый вопрос, который я задам, как формируется снег? Каким образом формируется снег? У нас в атмосфере огромное количество пылевых частиц. Это микрочастицы, то есть не то, что там какие-то большую пыль, которую мы видим на дороге. Маленькие микрочастицы пыли. Когда у нас зима, у нас холодно. Кроме частиц пыли, да, в атмосфере есть еще водяной пар, капельки воды. Вот эти капли воды, они консолидируются вокруг вот этих частичек пылевых. И так как холодно, они замерзают. Частица это становится тяжелее, да, с учетом потому, что на ней, по сути, как бы лед сформировался. Но это все микрочастицы, то есть вы их обычным глазом даже не увидите. Дальше опять начинает расти еще одни частички уже воды. И формируется снежинка. Снежинка – это много-много маленьких-маленьких сосулек. Да, маленьких снежиночек, скажем так. И по сути, когда вы посмотрите, вы увидите, что снег, он не пушистый, не мягкий, а это именно остренькие такие иголочки, да. Это снегомерная съемка в тундре в районе дорожного полотна. Ученые хотят понять, как снеготаяние будет влиять на состояние дороги и наоборот, как дорога может негативно воздействовать на природный ландшафт. Закладываются шурфы на расстоянии 50 метров. Первый. Мощность снега и описание его горизонтов дают ученым массу информации. Вот это стандарт, да, 50 на 50 примерно? А в глубину он сколько? До почвы. Ой, то есть это вот сказали 70, то это 70. Если 30, то 30. А если 1,5 метра, то 1,5. Георгий, мы уже близко к истине, да? Ну, зачищу, чтобы вам видно было. Ой, а это что такое? Это глубинная изморозь, метаморфизированный снег. Это такой вот конструктивный процесс метаморфизации, когда мы можем видеть, что из вот выпавших снежинок в итоге у нас получаются вот такие вот крупные кристаллы, да, видите? Да, очень красиво. Размером, наверное, с сантиметр. Вот. Ну, потом после этого снег развалится. Как приятно помочь в маленьком научном исследовании. Хотя бы подержать тетрадку. Уже раз науке оказывать помощь, что Так, а как писать, как эту толщу писать? 0-24 см. 0,24 см. Это у нас какой-то толще, нет? Это первый слой. От 24 до 60. То есть тут получается, по сути, у нас всего лишь два слоя. То есть старый снег, ферн, и от 24 до 60 перевеянный плотный. Держите. Ага. Это такая, знаете, полевая хирургия снега. Да. Теперь пишите 0-5. Минус 11,4. Это вот тут вот? Напротив вот этих, да, вот здесь минус 11,4. Так, следующее у нас получается 5,10. Минус 10 и 7. Температура меняется, да, с глубиной мы видим. Следующий этап – измерение плотности снега снегомером весовым. Это не современный гаджет, но зато работает в любых условиях. Именно в этом шурфе плотность снега высокая. Как говорят экологи, если знаешь, сколько и какого снега в регионе накоплено, можно делать качественный прогноз для оленеводства, например, или предсказывать паводки. И не только. Именно снег дает информацию о трансграничных переносах атмосферы. Для этого специально отбираются пробы снега. Допустим, дальний перенос откуда-то, да? Вода, допустим, пришла, дождь прошел, осадки выпали, просочилась в почву, да, то есть не зафиксировали, грубо говоря. А, например, если взять снег, да, то есть вот он лежит, выпало максимальное количество снега, мы знаем, допустим, все равно какие у нас идут переносы, с каких территорий больше, меньше. Понимаем, что могло принести, допустим, какое-то загрязнение с Норильска. Либо мы смотрим, вот бывает так, что горы, например, они являются определенного рода барьером, да, и мы можем понимать, что
не то, что понимать, а видим, например, что, может быть, где-то в горах идет накопление каких-то элементов. То есть это постоянно нужно за этим смотреть. Итак, для науки снег – ценный объект. А какой он в городе? Скоро увидим. Но я хочу вам показать другой снег, который, оказывается, может не лежать и не падать, а бегает туда-сюда 24/7. Мобильный снег у нас на севере. Дорогие друзья, мы в Салехарде, минус 30. Мы хотим понять, что происходит со снегом везде, в том числе и в городе. В городе снег чистят, убирают, уничтожают практически. И я хочу спросить у специалиста, а это происходит в любую погоду? Да, в любую погоду, за исключением активированных дней. Это с 39 и выше, ниже температура. Тогда не производится работа, потому что техника не выдерживает. Вы много работаете со снегом в городе. А какой характер у снега в городе? Ну, самое вот, которое неприятности нам доставляет, естественно, это ветреная погода, когда метель. Очень много снега, прям, он вроде бы сверху не падает, его прям с крыши везде, с поля надувает так, что даже технике тяжело справляться. Очень много снега надувает. Многообразная техника в северных городах убирает и давится снегом каждый день. Для сотрудников ЖКХ снег – личный враг. Снег для вас – это какой объект? Это объект борьбы, любви? Борьбы. Любви к нему уже нету. Если раньше снег любил, то теперь страшно смотреть. Снегу много. По ночам работаем, днем работаем. Для ЖКХ действительно это личный враг, потому что со снегом приходится бороться. Ну, вот даже на примере взять дворник, вот смотрите, трактор почистил, да, большую площадь, где смог пройти, а дальше же приходится вот дворнику вот так вот выковыривать из детской площадки каждую снежинку. Это лучший дворник Азамат, это его лопата. Я ее отобрала. Вы знаете, оказывается, это достаточно легко. Я думала, что она тяжелая. Я вот сейчас спрошу, как Азамат, вот твоя следующая была работа. То есть мы берем вот так вот. И не надо поднять и отсюда нести, или надо тащить туда? Покажи, пожалуйста. Лучше тащить. Ну покажи. И туда. А вот сколько получается ты перегружаешь этого снега в сутки? Много? Да, много. Тяжело? Ну, так себе. Я уже привык. Ну вот, например, характер снега для тебя. Ты его как-то для себя определяешь? Какой снег бывает? Ну, да, легкий, да, тяжелый. А когда бывает тяжелый? Ну, метель бывает, сугробы накапливаются, вот тогда тяжелый. Вот минус 40, минус 50, все Без равно разницы. живой дворник выходит и все равно должен работать. Нет, без разницы. Детские площадки должны быть чистые, тротуары должны быть чистые, должны быть проезды чистые. А вот то, что у нас в Салехарде нет реагентов, это хорошо или плохо? Это очень хорошо. Очень даже хорошо. Не только как нам мы убираем, но и для водителей тоже. Машины целые остаются. Доставляет неприятность еще, когда мороз, резкий мороз, а потом резко оттепель идет. Когда вот получается вот такая вот наледь. То есть снег выпал, техника не успела подъехать, машинами уже жильцы накатали, и все, и получился лед. То есть для вас, для дворников, для Азамата снег в городе это враг? Ну, для управляющей компании, да, это личный враг. А жильцы вообще замечают работу дворника с твоей точки зрения? Да, конечно. Вот То он со мной здоровается. Вы до интервью сказали, что вам страшно нравится эта работа. Да. Чем? Снег – борьба. Он вам мешает жить. А вот, смотрите, нападало снега, метель, замело тротуары, дороги. А мы вышли, убрали. И люди пошли спокойно на работу, без нервов, поехали. Дороги чистые, тротуары чистые. А когда, если они пойдут по колено в снегу, вот тогда они начинают проклинать, ругаться, нервничать. А так они с хорошим настроением приходят на работу, и нам приятно. Большое вам спасибо за этот разговор, Минус 40. Дорогие
Дорогие друзья, очень холодно. Очень холодно, но мы узнали примерно, как убирает снег в городе. Жильцы многоквартирных домов по ночам спят спокойно. Азамат и его коллеги вычистят дворы от снега. Владельцы частных домов – круглосуточные снегоборцы. Иван Новицкий делится: чем быстрее уберешь только что выпавший снег, тем лучше. Пока снег вот только выпал, его надо сразу же убрать, этот пухлый снег. А если он слежится, его только вот такой лопатой, то есть это в два раза усложняет труд. Такое ощущение, что вы чистите какую-то, небольшую жизненную зону. Да, весь участок я не осилю, это надо, наверное, 10 таких, как я. Собираем вот это, массив основной, сюда вот. Ветер не в нашу пользу. Ага. Эта вот лопата, она у меня для уборки как раз такого вот. Видите, как сейчас вот легкий снег выпал. То есть вот я прочищаю. Куда-то тоже складирую. А можно я попробую? Это очень тяжело. Да, конечно. А у вас вообще жена это делает? Жена нет. Ой. Ну, знаете, конечно, так вот поиграться-то оно даже интересно. Но если каждое утро первое, что тебя заботит, был снег ночью или нет, и вся твоя жизнь подчинена снегу, Да, его, видите, дальше, и зима дальше 9 вот обычная месяцев, лопата. то это, конечно, та еще история. Слава богу, что это не весит 100 килограммов, что она такая она легкая. легкая достаточно. То есть вот как раз удобно убирать вот этот вот легкий снег. А дальше вот смотрите, как у нас обстоят дела. То есть я его сюда вот нагребаю, да, со всего участка. Потом вот есть у меня такая замечательная тележка. Ого. Как я уже говорил, вот открываю. Ага. Ну, вот примерно, да, открываю небольшую такую тропинку, вот прочищаю, чтобы можно было на тележке возить. Дальше такой вот идет процесс. Мне, конечно, есть такой, знаете, глупый вопрос. Сколько таких тележек за зиму вам приходится вывести? Ой, в прошлую зиму это, наверное, за одну уборку это порядка, наверное, 50, наверное, вот рейсов делаешь с ней. Раньше пытался и там разные группы мышц задействовать, но все равно это минут 30 ты позанимаешься, если без удобной транспортировки снега. Иван признается, что сейчас бы покупал дом именно с точки зрения возможного снегонакопления. Даже рад, что сильные ветра этой зимы вышибли обшивку забора, и снега стало у ворот копиться меньше. У меня теперь к снегу сложные отношения. Спасибо. Неоднозначное, да, наверное? Неоднозначные, да. Реальность усложнилась. Да, Спасибо. согласен с вами. В языках коренных малочисленных народов Севера слово «снег» имеет множество разных значений. Марина Яр, главный редактор газеты на ненецком языке «Нарьян Ангерм», показала, что в ненецко-русском словаре снегу, или по-ненецки «сыра», посвящен целый разворот. У вас есть любимое понятие снега? Наверное, само понятие «снег», «сыра». Вот. Сыротута. Теперь скоро придет зима. Да, скоро придет зима. Сыромадась. Провести зиму, перезимовать. Короче, у нас с вами целый разворот словаря в ненецком языке. Даже не разворот. Да, разворот. Разворот. Посвящен понятию снег. Понятию снег. То есть чем больше снег присутствует в жизни народа, тем его больше описаний в словаре да, получается. В лексике людей, национальности. А есть, например, такие практические вещи, например, снег для питья, снег для, там еще чего-то. Тут если снег для питья, оно приобретает уже другое слово. Например, снег для питья сиге.
Тут, опять же таки, если для питья, то уже идет же другое описание снега, каким он должен быть. То есть не природное явление, а уже для хозяйственной. Да, для хозяйственной деятельности. А вот кроме питья еще есть какая-то хозяйственная деятельность? Я тоже консультировалась именно с хозяйками, вот, для чего используют снег в тундре, вот, кроме питья. Вот, одна хозяйка Тазовского района сказала, что кроме снег еще используют, когда вот чум, чтобы снег не проникал внутрь, и накладывают снег Для тепла. Для тепла, Снег да. для тепла. Снег для тепла. А используют снег в качестве склада. То есть зарывают ямы снежные и складывают свою, может быть, пищевые продукты там на определенный период, чтобы весной забрать или зимой забрать. И он То как есть бы... такие хладохранилища. Да. Вот. Снег для хранения получается. Снег для хранения. Для тундры, для оленеводов, конечно, лучше мягкий снег. Учитывая сегодняшнюю ситуацию в оленеводстве, то я думаю, что мягкий снег он для пищи оленей очень важен. То есть, видимо, есть еще и описание опасного снега. Да, опасно. Наст. Да, наст. Вот, он большую роль играет. Вот. Очень интересно, Марина, большое спасибо. Снег в городе – это объект постоянной борьбы. Его чистят, убирают, вывозят. А вот в лесу и тундре другое дело. Снег – это источник воды для кочевых семей, которые постоянно кослают. И мы скоро вам покажем, как примерно это происходит. Какой снег отбирают, почему именно такой, а не другой, как его топят и как его используют. И один момент хочу подчеркнуть. Мы находимся примерно, вот знаете, в минус 26. И это достаточно приемлемые условия для съемки. Но снег в чуме нужен и в минус 30, и в минус 40, и в минус 50, и даже холоднее. Архитектура кочевий идеально подходит к снегу. Тут с ним не сражаются, как в городе, используют. Чум снег укутывается, как в одеяло. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Здравствуйте. Покажите, пожалуйста, где вы обычно берете снег для того, чтобы можно было использовать его для питья? Ну, пойдемте. А как выбирается место для того, чтобы можно было брать снег? Вот почему мы сюда идем? Ну вот смотрят обычно чуть-чуть в сторонку отходят, где никто не ходит, чтобы там не наступали люди. Все-таки там, где прошла женская нога, это, ну, говорят, То есть вам что надо это еще не и так очень набрать, чтобы ногой не ступить? Да, ну Давайте и посмотрим, как это стараются происходит. все. Вот выбирают такой примерно сугроб. Сначала он был сугроб, вот. И потом стараются. Вот в этом году снег такой, он рыхлый, и он более мягкий по своей структуре. А это Вот не он- зависит от температуры? Вот, например, в минус 30 он рыхлый, а в минус 50, например, он... Ну, толстый. нет, там наоборот получается. Чем холоднее, тем более рыхлый снег. Чем теплее, тем он более плотный, потому что когда тепло, он как бы подтаивает слегка и оседает. И за счет этого снег же уплотняется. Поэтому чем холоднее, тем он более мягкий. То есть в минус 50 эта процедура для вас была бы более приятная, чем, например, если бы было минус 10? Ну, может, наверное, скорее всего, да. А если он плотный, твердый? Вот вы прям сейчас берете его как сахар. Вот. А если он плотный, ну, иногда берут, как бы, если несколько слоев, то есть видно же, да, вот слои, как вот снег падал, видно прослойки. И тогда берут что-нибудь, ну, топорик или Топорик? что-нибудь, и постучат там, побьют его, чтобы можно было дойти до того снега, который вот рыхлый. До А вот чума сколько дойти. таких тазиков надо в день, чтобы семья нормально жила? Это процесс постоянный. То есть для того человека, который находится в чуме, вода все-таки это и приготовление пищи, и горячий чай, и помыть посуду, и в условиях настоящего чума это еще и стирка. И поэтому воду постоянно, это прям вот с самого утра и до позднего вечера непрерывный процесс. Чтобы чайник сделать, ну где-то, наверное, вот, ну большие вот наши чайники, вот такой тазик, наверное, надо, чтобы вот получился чайник воды. Лена, а в детстве, вот, например, в моем, это был, знаете, вообще страшный грех ребенка попробовать поесть снега. А у вас как бы такое бывает? Ой,
Мы в детстве тоже ели снег, хотя мы как бы, ну, в Чуме не росли, а, скажем, мы больше в поселке, но когда приезжаем, всегда хотелось вот лизнуть его. Он не тяжелый. Он не тяжелый, но, знаете, не пушинка, вот прямо скажем. Не пушинка. Как бы тоже такая история. Вот это вот чайник воды. Я вообще думала, что вы такие кирпичи снежные делаете и заготавливаете рядом с Чумом, как поленницу. И просто потом эти штуки берете и заносите, как, знаете, вот эти вот кубрики. А оказывается, это вот так делается. Нет, это вот ведро и ковшик. Все. И готово. Так, осторожно, осторожно. Так, тихонько. Лена, в Чуме намного теплее. Я рада, что мы наконец-то Ой, я оказались тоже в так тепле. рада, что мы к печке поближе. Я сейчас даже быстренько все это делаю. И ручки замерзли Это у нас уже. литров, много литров. Намного 7. хватит. Да, есть еще 10-литровые чайники, это наши. Ого. Мы, А вообще в среднем в семье сколько получается? ну, 3 чайника точно. 2-3, 3, наверное, точно, да, бывает. У нас вот на 2 Чума, 5, по-моему, чайников. Так интересно, печка гудела и сразу перестала. А это Начала переваривать вода начала закипать и начал посвистывать. А когда снег положил холодный, все. Вот. Ну, обычно делают, чуть-чуть на дно наливают водички, чтобы он быстрее схватывался в воду. А вот я еще слышала, что стараются на ночь в Чуме воду Не оставлять, а она застывает, потому что Это хуже. ночью же печка не топится в основном, и на полу холодно. Здесь же доска и земля, все. И это исключительно женская работа. Да. В Чуме все же, куда ни плюнь, все женская работа. Чум ставят женщины, шьют его женщины, ухаживают за ним женщины. Мы с детства помним, хлеб всему голова. Так вот, те, кто вырос в Чуме, знают, что всему голова еще и горячий чай. Он должен быть готов у хозяйки с утра до вечера. И без снега чая не будет. А что можно сказать о качестве талой воды? Такие исследования тоже проводятся. В тундре для постоянно кослагающего населения снег – это еще и источник воды. А когда вы исследуете снег, вы можете понимать, насколько качественный питьевой ресурс есть у людей в тундре? Конечно, мы когда отбираем пробы снега, мы потом берем талую воду и смотрим ее на содержание загрязняющих веществ. Если есть какие-то превышения, мы получаем эту информацию. Плюс мы, опять же, еще сравниваем с фоновыми. У нас есть для снега фоновые показатели, и мы видим, допустим, причем она у нас в округе разработана для каждого района нашего муниципального. То есть для Ямальского это одни показатели, содержание, допустим, каких-то элементов такое-то, для Пуровского это совсем другое. И мы можем сказать, что не только сравнивать с ПДК, допустим, да, а можем сказать, насколько идет отклонение с фоновыми участками. это Предельно допустимой концентрации. Да, вот мы буквально недавно ездили сейчас в район Харпа, отбирали пробы снега, провели анализы талой воды. Ну, получилось, что превышений, по сути, никаких, например, не было. То есть трансграничные переносы атмосферы пока не очень сильно сказываются Вот на том, что падает в виде... В эту зиму, да. Перед нами северная эпоха Возрождения. Знаем, что примерно в это время происходит что-то такое изменение сильное в изобразительном искусстве. Искусство поворачивается к человеку. И одним из тоже таких интересных моментов увлечение и открытие среды человека. И в данном случае снег здесь выразитель не только среды, привычной среды обитания, но еще и такого символического понятия, как времени года. Брейгель дал нам время и сезон. Брейгель дал нам, да, своими охотниками знаменитыми вот ощущение особенности течения времени именно вот в определенный, да, период, именно зимой. Да. И снег здесь такой соучастник. Без него, конечно, бы не случилось, да, этого переживания. И еще тоже важное открытие, на это тоже очень любят все обращать внимание, это то, что здесь снег впервые становится не только белым.
Вот, собственно говоря, Брейгель – это, конечно, все-таки белый там торжествует, да? А здесь снег становится участником таких визуальных смысловых событий. То есть он показан так, чтобы мы чувствовали, как скрипят полозья, да? Как там проваливается бегущий человек, насколько этот снег мягкий, вязкий, у него есть тени, у него есть свет. То есть это та возможность быть сопричастны этому событию. Это как бы Суриков нам пытается, конечно, так сказать, приблизить историю и при помощи среды, при помощи снега сделать ее нашей. Я просто показываю наших импрессионистов. Вообще импрессионизм как явление начинает активизироваться с 70-х годов 19 века. У нас его активизация падает на начало 20-го столетия. Снег становится источником цвета. Импрессионизм вообще вытаскивает цвет. Он показывает, что мир вообще очень цветной. Это вызов такой, из белого вытащить максимум цвета. Да, правильно, абсолютно точно. Благодаря импрессионистам мы на самом деле сейчас видим вот такой цветной мир. Это, конечно, большая победа, потому что чем больше мы видим цвета, тем нюансирование нашего мышления. И вот одна из, конечно, ключевых фигур в рассказе о том, что такое снег, это американец Рокуэлл Кент. Это, пожалуй, впервые разговор о снеге как главном и, может быть, главном, приоритетном, а может быть, порой и единственном герое вот некой территории. Он показывает такую статичную, незыблемую территорию, страну снега. Вот у Рокуэлла Кента здесь и цвет грабаря, потому что он здесь тоже выделяет очень точно и свет, и тень. И здесь, конечно, и Брейгель, потому что это вот определенное вечное время года. Здесь, пожалуй, как бы у Рокуэлла Кента здесь соединилось все. И, конечно же, очень важно нам показать нашего современника Рената Валлигамси, который использует снег, наверное, в таком больше современном, а может быть даже и нашем российском, таком ощущении, потому что, это, пожалуй, снег это не только природный доминанта Арктики и Севера, это, наверное, вообще доминанта России, потому что нигде так больше нет, ни в любой, наверное, стране нет так много необозримых снежных пространств зимой, и поэтому снег как стратегический запас на будущее. Приятно, что в этом есть еще такая антивоенная тематика, потому что здорово, когда снег как наполнитель военных ящиков все-таки заменяет бомбы, пули и так далее. Но мы понимаем, что он как бы много дает ценного, не только, как бы сказать, является источником какой-то тяжелой и трудной жизни непреодолимой, но еще и сохраняет, сберегает, молодит и так далее. Сергей, мы исследуем снег с разных сторон, и стало интересно, насколько этот капризный, хрупкий, временный очень материал может быть интересен художникам и в каком виде. Художнику же интересен чистый холст. Собственно, снег, который обнуляет все это пространство, затягивает белым, ровным, это такой соблазн. Соблазн не только для художника, для любого человека подойти и как-то самовыразиться на белом снегу, что-то ногами позделать, еще цветочек, например, не только цветочек. Есть художники, которые специализируются именно на вытаптывании в снегу каких-то классных вещей, совершенно потрясающих, которые можно увидеть с высокого берега или с девятиэтажки. То же самое Паша 183, еще другие зарубежные есть художники, очень много разных. То есть снег, он все время это такой соблазн, на нем что-то сотворить. Ну и опять же, снег это такой очень доступный материал, самый простой из детства, снеговики, которые лепили, десятками, сотнями, но художники могут из этого сделать арт-проект. То есть, как Иван Полисский сделал Никола Ленивце в этой деревне, предложил этим деревенским жителям налепить снеговиков, и они налепили 300 штук, и это было такое ошеломительное зрелище. Поэтому из самых простых вещей рождаются большие красивые проекты. В Никола Ленивце это стал огромный ленд-арт-фестиваль, самый известный, наверное, в России, как архстояние, от тех же снеговиков в Саппоро родился крупнейший международный фестиваль снега.
тоже совершенно замечательный. В Харбине художники строят замечательнейшие огромные скульптуры. Ну и фестивали поменьше, конечно, есть и в Новосибирске, где угодно, потому что снег это очень такой пластичный, простой материал, которого всегда у нас вдоволь. Ну а сами тоже мы сделали много раз проекты со снеговиками, и так случилось, что не всегда снеговики лепятся, и родился вот такой оригинальный проект снегоакция, что ли, когда вот простыми средствами можно преобразить пространство. Вот у меня чисто случайно есть в кармане морковка. И мы сейчас можем сделать... Да, и мы сейчас вот здесь попробуем сделать такого ленивого снеговичка. Вкусная морковка. Она же почернеет скоро. Здравствуй, друг. Ты живешь в городе Салихард. Привет, привет. Но скептичные зрители могут бы сказать, что это же очень недолговременно. Человек, который сделал невероятный рисунок, который видно из космоса, но пойдет завтра снег, и нет этого рисунка. Морковку съест условная собака, например, или еще что-то. Вот эта временность, она для художника какой-то риск, вызов. Есть в этом что-то? Как любое уличное искусство, это всегда искусство рискованное. Оно рассчитано на то, что оно может просуществовать день, а может час. Ну, для художника это же главный процесс, он должен что-то такое преодолеть в материале. Это невероятно сложно, очень легко и как-то просчитать все это, выстроить вот эту вот режиссуру действия, чтобы случилось чудо. Вот он сделал, увидел, ну а там дальше уже Божья воля. А для Ямала, для Салихарда снег может быть таким материалом, который будет побуждать к творчеству, но с помощью вот таких проектов? Это вообще может играть какую-то роль в культурной жизни города? Да, собственно, это наш главный ресурс, снег. Он у нас дольше всего, он у нас больше всего, и таким образом из тех уже бесснежных регионов мы могли бы сюда привлекать, вот как в Новосибирске происходит замечательный фестиваль «Иглу», то есть жилищ из снега, когда то же самое сотни новосибирцев выходят на лед Оби и строят жилища из снега. Да боже мой, у нас могли бы быть такие грандиознейшие фестивали, как куда там в Харбину. Сергей, спасибо. Спасибо, Оля. Снежные городки и горки – часть нашего детства. Согласитесь, даже в сильно зрелом возрасте дух захватывает от воспоминаний. Как говорят ученые, со снегом мы связаны генетически. Наши телесные и социальные практики оттачиваются как раз во время игр со снегом. Оказывается, снежные городки могут быть конкурентным преимуществом наших северных городов. Снег играет огромную роль для детей. Это снежные горки, снежные городки. И вот здесь как раз самая интересная, наверное, тема, о которой можно поговорить. В Янау есть город Губкинский. Последние годы не следила, но на протяжении длительного периода там создавались самые, наверное, красивые, даже более интересные, более масштабные, нежели в более крупных городах, снежные городки. И вот однажды я анализировала форум выпускников нефтяного института, советовались выпускники, куда устраиваться на работу. Вот что меня поразило. Когда обсуждалось, куда приезжать молодому специалисту, в Губкинском на форуме, повторюсь, нефтяников, писали, что, вы знаете, там и вашему ребенку, если вы семейный, скучно не будет, потому что там совершенно потрясающие ледовые городки. То есть ледовые городки, ну, лед можно условно рассматривать, наверное, как продукт трансформации снега. В данном случае, раз у нас тема про снег, ну, в целом, ледовые городки оказываются ни много ни мало фактором привлечения квалифицированных специалистов. Привлечение квалифицированных специалистов на севере – это одна из самых больших, наверное, проблем, но одна из актуальных проблем. И мы видим, что грамотное использование снега и грамотное использование зимних условий оказывается важно и для решения этих проблем. Тему снега можно продолжать и продолжать. Что такое снег для автовладельцев, что такое снег для полярников, что такое снег для спортсменов. Снег – это очень сложный и интересный объект. В одной программе о нем точно не расскажешь.